Война. День 292. Ситуация на фронтах. Воздух. Несмотря на то, что удар по российским стратегическим аэродромам не нанес сокрушительного урона, последствия его действительно серьезные. Этот удар вскрыл незащищенность аэродромов со стратегическими бомбардировщиками, которые должны нести ядерные заряды даже перед простыми средствами поражения в виде БПЛА. Что уж говорить о возможности противостоять американским ракетам. Теперь российское командование стоит перед тяжелым выбором: ослабить ПВО на фронте для защиты стратегических объектов или же оставить без защиты тыл, при этом обезопасить фронт от кружения байрактаров над российскими позициями. Пока россияне выбрали второе, а стратегические бомбардировщики перегнали еще дальше от украинской границы. Но аэродромы – это не единственная цель, по которой могут нанести удар. Достаточно вспомнить весенний рейд ударных вертолетов Ми-24 по нефтебазе в Белгороде, когда вертолетам безнаказанно удалось залететь на территорию России, опустошить боекомплект и вернуться на базу. К всему прочему, сегодня стало известно, что во время атаки БПЛА погиб пилот Ту-22 майор Евгений Навлютов, что также вскрывает еще и проблему отсутствия секретности, так как удар пришелся непосредственно перед вылетом бомбардировщиков на задание. Восток. Продолжаются приграничные обстрелы. На линии Сватово-Кременная российские войска предпринимают попытки оттеснить украинцев от трассы Р-66. Также бои идут в Новосельском, которое сейчас считается спорным. По общежитию Сватова, в котором размещались боевики группы «Вагнер», был нанесен удар ракетами «Хаймарс». Среди боевиков есть потери, но количество неизвестно. Боец 93-й механизированной бригады опубликовал твит, что их бригада выходит из Бахмута, и это подхватили так, как будто она отступает. На самом же деле это обычная ротация. После долгих месяцев боев бригаде требуется отдых, восстановление, восполнение потерь и слаживание, после чего ее снова вернут на фронт. Россияне так хотят захватить Бахмут, будто от этого зависит исход войны, и не жалеют на это никаких сил. На самом же деле, этот город не является стратегически важным, и его взятие не изменит абсолютно ничего. Но и до этого россиянам еще далеко. Город хорошо защищен и имеет хорошие пути снабжения с севера и запада. Вместо того, чтобы продолжать попытки окружить Бахмут, россияне перешли к своей проверенной тактике – атака в лоб с массированной артиллерийской поддержкой и волнами пехоты, идущей на убой. Стоит сказать, что так они действительно брали города, а точнее руины, которые от них остаются, и которые уже нет возможности защищать. Продолжаются бои в районе Авдеевки, но изменений за последние несколько суток не произошло, как и на южном фланге, где отмечаются обстрелы, но без продвижений. Также последние дни отмечается активная работа «Хаймарс» по складам и базам россиян на этом направлении. Вероятно, они перешли сюда после достижения поставленных задач на южном направлении. Юг. Одесса последние дни подверглась атакам иранских беспилотников «Шахед», в результате чего в регионе сейчас серьезные перебои со светом. Судя по всему, Россия получила очередную партию этих БПЛА и снова начала наносить удары ними по энергетической инфраструктуре. Жилые дома в Херсоне подвергаются обстрелам. Сообщалось о высадке российского десанта на острове Большой Потемкин. Кадрами это не подтверждается, в отличие от высадки украинских войск на левом берегу. Да и логика такой высадки не совсем ясна. Зачем было уходить с правого берега, чтобы потом десантироваться на Днепровские плавни? Спасибо за просмотр, буду благодарен поддержке видео лайками, подпиской, комментарием. Также, кстати, здорово помогает, если вы поделитесь видео в своих социальных сетях. И огромное спасибо всем, кто поддерживает канал финансово.